всем! Вы на канале Sky Trump, а мы путешествуем по миру автостопом и 1,5 года находимся в Африке. Сегодня у нас познавательная серия про Намибию. Оставайтесь с нами и будет очень интересно. Ребят, наше новое приключение – это каменный лес, но на этот раз в Намибии. И крайний раз, когда мы смотрели Petrified Forest в Судане, наши съемки пропали вместе с полетевшим жестким диском на Apple MacBook. Но теперь мы надеемся не оплошать и все вам показать. Наши одногруппники вошли сюда по цене 250 намибийских долларов с человека. Ребенок бесплатно, то есть на пару 500. Мы говорим, пожалуйста, можно мы заплатим как резиденты? Он такой, а вы резиденты? Мы такие, нет. Он говорит, неправильный ответ. Вы резиденты? Мы говорим, да, мы резиденты. И заплатили по 80 намибийских долларов с человека. Слушайте, но на самом деле каменный лес или Petrified Forest это довольно распространенная достопримечательность, встречается во многих странах мира, и во всех странах мира приблизительный оценочный возраст этих деревьев составляет несколько десятков миллионов лет. 60, 90, даже встречаются цифры 110, 150 миллионов лет. Самое фантастическое это как образуются эти каменные деревья. Когда-то давным-давно были настоящие деревья. Они росли, упали, их занесло песком и образовалась бескислородная среда. Через эти стволы деревьев в бескислородной среде начала протекать вода. И частички древесины стали вымываться, а на их место вставать минералы из воды. И таким образом за очень много десятков миллионов лет вода вымыла древесину и на месте древесины оставила минералы, образовав камни, которые полностью по форме, структуре, годовым кольцам дерева, сучки, веточки, кора полностью повторяют структуру дерева. Но это камень. И этот камень пришел на свое место из минерального состава воды. Представляете, сколько воды должно утечь? Это самая увлекательная часть экспозиции. Ствол дерева длиной 35 метров. Экскурсовод говорит, что эти деревья здесь не выросли. Их намыло рекой, поэтому у них нету ветвей, только стволы. 35 метров, представляете? И еще один ствол дерева, сохранившийся, уже не такой длинный. В 1940-х годах бушмены нашли эту лежаночку. Самое толстое дерево в этом райончике. Красный это железо, белый это силикат, и потом было какое-то большущее давление, и все превратилось в кварц. И по оценкам ученых возраст самих деревьев был 200-300 лет. Ну и потом сколько-то миллионов лет еще это все превращалось в камень. Поскольку окаменевший лес не оправдывает тех деньжищ, которые они снимают с людей за входную плату, то экскурсию надо как-то расширять. И в рамках этой экскурсии нас также познакомили с уникальнейшим намибийским растением под названием вельвичия. Вельвичия со всех сторон уникальное растение. Например, это эндемичное растение для побережья Атлантического океана и произрастает всего лишь в нескольких странах. По-моему, наибольшая популяция представлена в Намибии. Второе. Вельвичия пьет воду не корнями, а листьями из туманов, которые набегают с побережья Атлантического океана. Вельвичия относится к числу растений, которые росли еще до ледникового периода. Ну и четвертое, самое уникальное, это то, что вельвичия экстремально медленно растет. Пока росточек появится из-под земли, пройдет 25 лет. Затем меньше, чем сантиметр или миллиметр в год. И в результате, когда вот такой вот кустичек, а тебе говорят, ему 400 лет. А вот такой кустичек, ему уже 1000 лет. И мы с Игорем видели в Намибийском музее, что бывает растения 2000 лет и старше. Представляете, вот это невзрачное растение возрастом 2000 лет. Ребята, но вот эта мужская особь, у нее такие семена.
А вот эта женская особь, у нее такие семена. И прежде чем она вылезет из-под земли, ей уже 25 лет. Вот этим листиком 400 лет. Ну и вот эта штука очень старая, ей около 1000 лет. Также наш гид рассказал нам про другие растения. И эти знания стоят не денег, они стоят жизни, учитывая ядовитые свойства молочая. Ребят, вот эти деревья используют люди племени Химба для парфюма. Люба, понюхай, пожалуйста. А скажи, как называется? Комифора. Комифора. Ребят, вот это такая ядовитая штука, что бушмены накалывали ее на свои копья и убивали животных с ней. А несколько лет назад команда каких-то футболистов нажарила себе мясо на дровах этого цветочка. И все умерли. Вот эта штуковина воняет, как туалет, когда цветет. И мы с Игорем это унюхали в районе Вармквелли, где был горячий источник, представляете? И не поверили носам своим, как могло столько людей здесь нагадить. А это просто колючка цветет. Смотрите, какой камушек, называют его Elephant Leg. Только наоборот. Ничего себе. Сейчас с другой стороны зайду, чтобы тень не отбрасывать. Вот такие здесь сувенирчики, висюлечки. Очень все красивое. У кого есть домик. И можно это в домик положить. Куколок здесь уже начинают тряпичных делать. Очень много здесь дикобразов. Иголки их продаются пачками. Вот за $100 связка. Намибия просто напичкана достопримечательностями и интересными сайтсинами, и мы в тот же день успели еще посетить прекрасное, красивейшее, уникальное место Твейфелфонтейн. Ребята, вот уже второй раз за сегодня мы приехали в новое место. Здесь должны быть наскальные рисунки. Сегодня весь день ходим за гидами. И она говорит по-дамарски, это родственный бушменскому языку, который... Сейчас мы ее попросим, пусть она скажет нам что-нибудь. Okay, neba tage rashi abdicam kwera chaha. Kwera kedida ha nekunza tsibera kun. Treke zang ni rashi ab kwera ja a chau kais kamsi ke eyus. Естественно, мы не понимаем язык Дамары. Если кто-то из вас знаком с ним и понимает, что она говорила, обязательно отпишитесь. Мы хотим знать, нас реально поздравили или сказали что-то другое. Stones I beat so the Bushmen use the quartz stones to do the engravings. So these engravings were found in 1921 by Reinhard Mark. So they are estimated to be from 2,000 to 6,000 years. Some might be younger than those years and some might be older. Ребят, будет много жирафов, потому что это было священное животное для бушменов. Потому что у жирафа длинная шея, он ей касался облаков и приносил дожди этим людям. А дожди здесь идут крайне редко, вообще не каждый год. Слушайте, ну вот это круто, это вообще карта местности, на которой нанесены, где источник воды. Источник воды обозначен кружочком. Чем глубже кружочек, тем глубже источник воды. И также каких животных можно найти в окрестностях этих колодцев. Серьезнейший вообще прорыв в передаче информации. Ребят, вот тут человек держит страуса за шею. И это единственная картинка, где есть человек. Normally the land just has 4 posts, but it's 5. So here we come to the shaman. This land is a combination of human and animal. So the shaman, if he wanted good hunting, or to fight the enemies, or to heal the sick, he needed to change into a strong animal. So lions are one of the strong animals we have. So the shaman changed into the lion. That's why it's called the Lion Man. It's very famous postcards, travel books. It's also the highlight of Tweefelfontein. Прекрасный образец жирафа. Огромный. Но эти потрясающие пейзажи окружают нас сегодня. Вот вам еще одна панорамочка. Также непосредственной близости от Твейфелфонтейн находятся две уникальные достопримечательности, которые базальтовые шестигранники, Organ Pipe, и также находится здесь Burned Mountain с уникальнейшим ландшафтом. Однако там требуется гид, и опять же нужно платить за каждую достопримечательность, поэтому мы их проигнорировали. Игорь, ты что здесь делаешь-то?
Сказали, здесь есть балкончик, мы нашли. Ищем. Let's go on a hike. Let's go to the mountain tops. Let's go see the mountains show off. Let's go see where angels learn to fly. Let's go. Что бы это ни значило. Но наш экскурсовод устала. У нее сегодня 4-я группа. И она сказала, что ей пора домой, и бросила нас. А мы и рады, радехоньки. Экскурсовод сбежал. Эту картинку нам сегодня показали в туристическом гиде, в книжном. И вот мы уже к ней сегодня же и подобрались. Хотя ничего об этом с утра еще не знали. Счастье! Подписывайтесь на SkyTramp и будьте счастливы вместе с нами. Интересно то, что сами мы не планировали посещать Твейфелфонтейн. Но это замечательная пара из Германии, Джудит и Штефан, которые нас подвозили и завезли на Petrified Forest, они ехали в этот Твейфелфонтейн и показали нам в своем туристическом путеводителе картинку вот этого карниза, который напоминает застывшую волну. Мы увидели эту картинку и поняли, что надо ехать. Вот такой здесь психодел. Представляете, и это тоже горные породы. Ребята, мы так напарились на жаре, когда гуляли по всем этим локациям со Штефаном и Джудит, что когда с ними распрощались, забыли у них в машине коврик Игоря. А продолжение истории смотрите в фильме про морских котиков. У этой истории есть конец. На этом все. Если вам понравилась Намибия, смотрите также другие наши выпуски об этой замечательной стране. А мы тем временем из Мозамбика переходим в страну Зимбабве. И следующие выпуски о Зимбабве и далее...